Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, и на мой канал. Здесь будет интересно. Вот сегодня мы поговорим об очень важном и актуальном социальном и психологическом явлении, которое играет важную роль как в жизни отдельных людей, так и в жизни общества в целом. И поговорим на тему бунтарства, обратившись к музыке и рассмотрев примеры двух групп – Queen и Sex Pistols, а еще точнее двух людей – Фредди Меркьюри и Сида Вишеса, солистов этих самых групп. Почему именно эти две группы и почему именно эти два человека? Да все очень просто. Они находились в одно время, в одном месте и занимались, в общем-то, одним делом, но при этом в моменте своей активности были фактическими антиподами, антагонистами друг друга. И отличал их, на мой, по крайней мере, взгляд, способ проявления бунтарства. Тогда в Британии в какой-то момент стало модно считать, что Queen – это классные, но в целом такие мягкотелые ребята, которые вроде бунтуют, а вроде и нет, как бы опираясь на социальную и политическую систему государства, а не противопоставляя себя ей. Да и само название группы, как бы так намекало, что мы не бунтари, мы гламур. Тогда как Sex Pistols были свежим, как тогда казалось, глотком низового бунта. Панк-музыка только обретала свое лицо, и сутью ее являлся не просто нигилизм, а нигилизм, возведенный в абсолют. «Мы истинные бунтари», как бы вещал Сид Вишес наперекор Фредди Меркьюри. С обществом как системой не надо строить диалог. Его, это самое общество, нужно сначала разрушить, а дальше жить на обломках, лишь бы не было так, как сейчас. Чтобы лучше понять суть, я бы вам рекомендовал освежить в памяти исторический контекст социально-политической, экономической ситуации в Британии 70-х, 80-х, и больше станет понятно. Так вот, переходя к эффективности бунтарства. Вот за пределами тотального нигилизма и пренебрежения ко всему, мало кто в здравом уме усомнится, что Фредди Меркьюри является бунтарем. Да, конечно же, является. Он-то как раз один из самых вообще ярких бунтарей, которых, в принципе, можно вспомнить. А знаете почему? Потому что его бунт оказался успешным и эффективным. Он был объединяющим. То, как громко и напористо Фредди бросал вызов устоям закостенелого и ригидного британского, и не только британского общества, никто до него не бросал, да и после, равных ему, если и найдутся, то считанные единицы. Человек, стремящийся только к комфорту и славе, никогда бы не смог написать таких песен, как «I Want It All», «Princess of the Universe», «Another One Bites the Dust», «We Are the Champions», «The Show Must Go On» и многие другие. Вот просто послушайте их. Это колоссальный бунт, объединяющий бунт, идущий изнутри наружу. Более того, человек, живущий ради известности, не провел бы свои последние часы, неимоверно мучаясь от боли в студии, записывая новые песни. Бунт Фредди Меркьюри был успешным и остается успешным спустя 40 лет, причем для людей по всему миру, потому что он был объединяющим. А вот кто сейчас вспомнит суть бунта Сида Вишеса? Кроме крайне малой части все тех же агрессивных нигилистов. И я сейчас говорю не про качество музыки, в этом смысле к Sex Pistols вообще вопросов нет, а про саму суть бунтарства. У Сида Вишеса, как у ролевой модели, бунт оказался неэффективным, сочетающим агрессию и ненависть. Вы можете спросить, к чему я вообще весь этот разговор завел? К тому, что я хочу жить в другой по качеству России, но вот наблюдая за риторикой оппозиции много лет, честно говоря, я не вижу объединяющую модель Фредди Меркьюри. Вижу только модель Сида Вишеса. Агрессивность и бескомпромиссность в общении, неумение слышать в целом-то единомышленников, то есть противников нынешнего положения дел, неготовность представить горизонт развития, желание видеть вокруг себя только своих прямых сторонников, без стремления объединить как можно больше людей. Все это настораживает главным образом в плане перспектив и эффективности такого бунтарства.
Да, сейчас в России все плохо, и это мягко сказано, но одной только цели разрушить плохую систему недостаточно. Должна быть четко сформулированная цель объединения для создания эффективной системы. Рад буду ошибиться, но пока вот не вижу такой объединяющей цели от оппозиции. В завершении скажу, что бунтарство бывает разным, как по форме, так и по результату. Что-то и кого-то помнит десятилетиями, объединяясь энергией эффективного бунта, а чья-то яркая вспышка в целом остается напрасной и незамеченной. Ровно потому, что есть вектор объединения для развития и решения трудных задач, а есть вектор, толкающий к разрушению и основанный на ненависти. Да, иногда ненависть может быть вполне оправданной, так и есть. Однако идея разрушения без плана созидания всегда ведет в тупик по причине своей однобокости. И вот на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!